Демонстрация прототипа системы Wi-Fi Git. Видео номер 1. Сейчас мы демонстрируем вам систему свой-чужой, при которой наша система определяет устройство, где есть приложение Wi-Fi Git, это на айфоне черном, и на белом айфоне отсутствует приложение Wi-Fi Git. Система обязана опознать своего, это прислать push-уведомление «Добро пожаловать в ресторан» у Игоря, и чужой телефон, она должна вывести сообщение и предложить скачать мобильное приложение Wi-Fi Git или выйти в интернет. Начнем мы с чужого. Заходим в настройки, и как везде мы видим Free Wi-Fi. Допустим, увидели уведомление, что здесь Wi-Fi Git Free, и выбираем систему Wi-Fi Git. Выходит Hotspot с предложением скачать мобильное приложение Wi-Fi Git, либо выйти в интернет. При нажатии кнопки «Скачать» будет перекинут, iPhone откроет по прямой ссылке приложение в App Store. Но так как мы еще не публиковали наше приложение, это просто заглушка. При нажатии «Выйти в интернет» система отправит в интернет человека. Мы сделаем. Помимо этой картинки будет еще видеоролик, который сейчас создается специально для того, чтобы пользователь узнал все преимущества приложения Wi-Fi Git и чтобы он его скачал. Ну, тут нажимаем «Выйти в интернет», и система просто отправляет нас на Google. Все, в принципе, нам больше чужое устройство не нужно, это устройство было опознано как чужое. Теперь, что происходит, когда мы подключаемся к системе Wi-Fi Git с устройства, которое имеет на базе приложение Wi-Fi Git. Происходит подключение. Сейчас мы получим push-уведомление «Добро пожаловать в ресторан у Игоря». Это мой офис. И открывается приложение Wi-Fi Git и карточка ресторана. У нас при нажатии на карточку открывается приложение, итальянское меню ресторана. Вот, салаты, супы, пожалуйста, различные. Это некий прототип. Эти карточки управляются как карточки. И, внимание, мы можем сохранить карточку ресторана. Нажимаем «Сохранить». Карточка сохранена в Pocket. Свайп в бок и в кармане. И она появляется в кармане. Прошу заметить, пока на данный момент у нас одна карточка. Сейчас мы с вами перейдем вниз, где мы попадем в магазин одежды. У нас также откроется вместо ресторана магазин одежды. Мы также сможем сохранить карточку. И в кармане у нас появятся уже две карточки, которые, кстати, можно будет и удалить. Карточки будут работать вне локальной зоны, то есть мы подключимся к IT-парку Free, к обычной Wi-Fi, и все равно карточки будут функциональны. Сейчас мы продемонстрируем вам систему, которая позволяет, мы будем сейчас отходить от смарт-зоны Wi-Fi Git, и при покидании зоны карточка начнет сереть. Когда только начнет терять смарт-зону, показывая пользователю, что на данный момент времени сервис отдаляется. То есть сейчас за этой дверью мы специально за толстую стенку станем. Так. Вот здесь сигнал примерно начнет теряться сейчас, и карточка станет серой. Вот так, чуть-чуть дойдем. Вот, карточка посерела. Отходим назад. Оп, карточка опять наполняется цветом. То есть очень все просто. Как только Wi-Fi, Smart Wi-Fi начинает теряться, приложение фиксирует то, что зона потеряна. Вот сейчас она снова станет серой. Возвращаемся назад. И она снова наполнится цветом. Wi-Fi сейчас потерян. Подойдем чуть ближе. Сейчас карточка вообще пропадет. Вот. А сейчас наполнится цветом, пожалуйста, наполнилась цветом карточка. То есть фактически мы фиксируем актуальные карточки и неактуальные. То есть при отдалении от смарт-зоны пользователь получит уведомление, что система теряется. Сейчас мы пойдем вниз, и где-то между этажами мы потеряем смарт-зону.
карточка посереет, а потом полностью пропадет. Но когда мы спустимся вниз, нас встретит уже другой, вот, пожалуйста, карточка посерела, еще буквально 7 секунд, она повисит в фоне и исчезнет. То есть все, мы потеряли Wi-Fi полностью, сейчас карточка пропадет. Карточка пропала, но осталась у нас в кармане. Вот, она осталась у нас в кармане, мы ее унесли с собой, но рядом с нами ее нету. Сейчас мы выгружаем приложение полностью и перезагружаем iPhone. Фактически мы вам сейчас показываем, что на данном устройстве ни одно приложение, кроме стандартных, в фоне работать не может. Сейчас мы спустимся в отдел технической разработки, где запущен спот магазина одежды, и у нас откроется мобильное приложение одежды. iPhone включайте. Сейчас iPhone включится. Пока можно спускаться. Пока iPhone загружается. Так. Так, все, iPhone загрузился. Мы его разблокировали, и все. Сейчас мы просто зайдем в магазин одежды. Wi-Fi гид автоматически подключится, как знают. Вот, Wi-Fi гид подключен. Сейчас мы получим пуш-уведомление о том, что добро пожаловать в магазин одежды. Проходим ближе. Добро пожаловать в магазин одежды. Пуш пришел, нажимаем на пуш. Автоматически открывается приложение, и секунд через 5 у нас загрузится новая карточка. Вот, карточка магазина одежды, это магазин Кед. При нажатии на него мы получаем магазин одежды, кеды, пожалуйста. Вот. Карточку мы сворачиваем, она также ходит у нас, и мы ее сохраняем. Так, не нажимает. Вот, карточка сохранена. Теперь мы приходим в карман, и вуаля, у нас уже 2 карточки сохраненные в кармане. Вот, свайпер в бок, выходим в карман рядом с вами. Здесь система та же. Мы отойдем от зоны. Я думаю, где-то метров через 10. Вот сейчас вот за эту толстую стенку зайдем. У нас сигнал будет потерян. И система снова зафиксирует то, что мы покидаем затмор. Вот толстая стенка, за которой сигнал не должен проходить. Идем сюда. Посеяло. Идем обратно. Сейчас она снова наполнит цветом. И опять цветная карточка. Вот. То есть приложение Wi-Fi Git может сопровождать клиента. Теперь мы рассмотрим вариант, что будет, если, допустим, по какой-то причине у нас приложение iPhone забыл Wi-Fi Git. Мы нажимаем «Забыть сеть Wi-Fi Git», полностью забываем. На данный момент времени iPhone не подключен ни к одному Wi-Fi. И мы, по идее, должны сейчас получить push-уведомление. Настройка в течение 5 минут. Но будем надеяться, что он быстрее получит push-уведомление. Либо здесь, либо... Вот, добро пожаловать в магазин и подключитесь к Wi-Fi гиду. Система опознает то, что мы не подключены к Wi-Fi гиду, и предлагает нам подключиться. Сейчас при нажатии на push открывается приложение, но не подгружается карточка, потому что система нам сказала подключись к Wi-Fi. Да? Потому что мы видим, система, вернее, увидела, что Wi-Fi к нам не подключен. Выбираем Wi-Fi гид, и сейчас нас добро пожаловать в магазин одежды. И сейчас 5-7 секунд, и загрузится карточка. Вот магазин одежды, пожалуйста. То есть система умная, а видит кто, свой, чужой, видит то, что мы подключены. Если мы видит то, что приветствует, когда мы подключаемся, если мы находимся в зоне с включенным Wi-Fi модулем и не подключены к сети, она это опознает и приглашает все равно подключиться к нашей системе. Либо через 3G, либо клиент может быть подключен к чужому Free Wi-Fi, но мы все равно сообщим абоненту, что нужно подключиться. Теперь, что мы и обещали. Мы сейчас снова
отключимся от всех Wi-Fi вообще. Ну, это пуши сразу же ходят, только отключились. Вот. Подключить к Wi-Fi Git. Но сейчас я модуль Wi-Fi выключил, он нас не будет видеть. Мы запускаем сам Wi-Fi Git в кармане нашей карточки. То есть мы не подключены ни к одному Wi-Fi, сейчас через 3G работаем. Нажимаем на карточку, она открывается. Да? Нажимаем на карточку в ресторане, она открывается. То есть мы сохранили карточки, и дома на диване сможем работать с карточками, даже не находясь в смарт-зоне, не находясь в кафе, магазине. Допустим, сейчас мы можем добавить у ресторана возможность заказывать еду на дом. И дома на диване сидеть, в кармане находить нужный нам ресторан, пожалуйста, нажимать, открывается меню и заказывать еду на дом. Или тут же просматривать интересный для себя магазин одежды. Если нам что-то надоело, мы удаляем карточки из кармана. Все, карточки удалены. Вот. Дальше мы снимем демонстрацию конструктора мобильных карточек и демонстрацию многих карточек, ряда карточек. Когда мы будем проходить по IT-парку, будет ряд установлен смарт Wi-Fi, то в зависимости от того, где мы находимся, карточки будут выстраиваться, сереть, наполняться цветом, сопровождая и ведя нас как будто по торговому центру. Вот. Спасибо за внимание.